Но сегодня не стандартный стрим, не стрим по воскресеньям, а стрим на Новый год. Сейчас у нас 11 часов вечера и по Москве, у меня во всяком случае, у вас, возможно, какое-то другое время. И сегодня я расскажу вам, что я за последний год для себя выяснил в техно-кухне, в первую очередь, наверное, в гаджетах, которые помогали мне существовать. В плане помогали. Я сейчас примерно объясню, как это работает. Когда у тебя появляется много-много разных гаджетов, рано или поздно они приедаются, хочешь ты этого или нет. Я понимаю супер крупные каналы, которым просто это дело сгружают, не знаю, там этими большими-большими машинами. Но рассказ не о крупных каналах, а обо мне. Я за этот год купил, наверное, вещей 300. Вы видите, что обзоры я выгружаю минимум 5 раз в неделю, иногда 7 раз в неделю, плюс стримы, плюс есть какие-то вещи, на которые я просто не делаю обзоры. И часть таких вещей, кстати, лежит здесь, включая проводные наушники, включая Soundcore и еще много всего. Но сегодня мы в первую очередь собрались, основная масса, надеюсь, для того, чтобы встретить Новый год и подвести итоги. А не основная масса и люди, которых я призывал, для того, чтобы выиграть этот телефон UMIDIGI A9 Pro, который я не советую покупать, но я советую его выиграть. Почему бы не выиграть? Условия просты. Как только будет 1000 лайков на стриме, либо около часа ночи, либо когда я устану, из тех, кто у нас сегодня на стриме, я рандомно, стандартно, ответивших на вопрос об этом телефоне под роликом в комментарии, выберу победителя. Соответственно, новенький такой телефон уйдет к победителю. Все очень просто. Вместо него, конечно же, вариантов очень много, что купить, если у вас есть $100 и Realme C3, и чуть-чуть добавить Realme Poco M3. Еще много всего. Саня, там 2 вопроса в видео было. Андрей, я уже вырезал то, что вы имели в виду, что Bluetooth, конечно же, там версии 4.2, это в ролике показал и оговорился, что делаю часто. После этого я вырезаю оговорки крайне подлым образом, получается ролик нормальный в 99% случаев. Но давайте все-таки чуть-чуть для тех, кто первый раз будет смотреть данный стрим, вдруг такие будут. В описании есть ссылки на все мои контакты, включая Telegram-канал, ВК, Инстаграм и же с ними. Но в первую очередь вы должны обратить внимание на 2 вещи. Это первое, телеграм-канал взаимопомощи. Он в описании к видео. Там у меня 4500, я считаю, людей, которые думают, как и я, и они периодически друг другу помогают. А второе, советую туда добавиться и не хамить, самое главное. На канале нет хамства, мата и рекламы. И второй момент, это в описании к стриму и к ролику есть телеграм-канал со скидками. Я уже туда закинул личные промокоды на январь. Что такое личные промокоды? Видите, сколько всего на Али я покупаю. Али мне скидывает личные промокоды, и все, вот так. То есть, да, они меня уже каким-то образом идентифицируют. UMIDIGI телефоны, допустим, прислали. Им, я так понимаю, плевать, что я их захейтил, потому что это marketplace. То есть, при любом раскладе я не, кривя душой, всегда говорю, я покупаю на Али. Почему? Потому что там дешевле. Да, вот, допустим, вчера у меня знакомая пришла и взяла Redmi Note 8 Pro поюзать. У меня, собиралась сыну покупать. Китайскую версию, которую я покупал, обошлась мне, наверное, в 1016. У меня там 8 гигабайт оперативки и 128 на борту. Розыгрыш телефона Max, как только вы попробуете посмотреть обзор на телефон, вы узнаете все. Здесь защита от детей. Будем считать, что у меня канал с большим количеством защит от детей. Но я не против детей, я против детей, которые не думают и не умеют читать. Так все-таки взяла на 8 Pro, он отлично работает. Но смысл в том, что 8 Pro, внимание, 8 Pro в магазине рядом со мной, в МВидео, по-моему, не в МВидео, в связном, стоит 18400, и помимо того, что он стоит 18400, его еще и в наличии нет. Их разобрали. Вы прикиньте, когда 9 Pro стоит на Али 16, 8 Pro все еще продают наш ритейл за 18,5. То же самое про Realme, вы все прекрасно видите цены, это какой-то бред. Всех с наступающим Новым годом, у кого уже Новый год прошел, с Новым годом вас, желаю всего простого, это в первую очередь здоровья вам и вашей семье. Почему? Потому что остальное все мелочи жизни. Хасиев, еще раз повторяю, друзья, если вам не нравятся такие форматы общения, не нравятся стримы, не нравятся розыгрыши,
просто не приходите или приходите и закидывайте дизлайк и уходите. Не портите людям настроение предновогоднее. Серчик, приятно тебя видеть. Роман то же самое, Александр то же самое, Аймикс тоже и рожденный в СССР тоже. Вот. К чему это все? К тому, что давайте потихонечку по поводу тех девайсов, которые в этом году мне и правда зашли. Прям очень. Был вот такой вот ресивер, Bluetooth ресивер. Что он делает? Если на пальцах и по очень максимально просто, если у вас есть денежка, денежка неприятное слово, и у вас есть любимые проводные наушники, но у вас есть телефон, вы покупаете либо Bluetooth модуль за рублей, я не знаю, там 600, либо что-то стабильное вот такое. И в этом есть еще дополнительные функции, такие как ЦАП и еще много всяких приблуд, но если вы не хотите в этом разбираться, конечно же, у вас один путь. Вы покупаете за 900 рублей что-то и забываете, только он у вас будет лагать. Вот это дело лагать у вас не будет, стоит космос, кроме FIA выпускает еще много чего подобные девайсы. И я не обозреваю их, потому что мне нравится эта штука. То есть я могу себе позволить купить. Это не значит, что FIA единственные на рынке, кто выпускают тот же комбайн, который я показывал. Но комбайны я, кстати, не встречал. У меня у FIA было несколько девайсов, я их здесь не разложил. Для меня это было открытие в этом году, что мне они будут интересны. Для проводных наушников, то есть Sony я использую, понятно, не по назначению, как беспроводные, я их использую редко. Чаще использую по проводу, это Sony 1000 MX4. Вот, или XM4, по-моему, MX. Топ проводных наушников обязательно будет. Так вот, у FIA очень много интересных гаджетов. Всего, по-моему, 4 гаджета у меня было на канале. Это был M5 плеер, по-моему, в позапрошлом, даже не в этом году. Очень-очень хороший девайс. Это был BTR30A, который здесь не лежит. Это Bluetooth ресивер, который позволяет вам по коду CoolDAC, все уже поняли, кто знает, что такое коды CoolDAC, передавать через ресивер, через этот ресивер информацию, конкретно музыку вашу, на сигнал на ваши наушники, которые также поддерживают коды CoolDAC. Если у вас есть деньги, опять же, это всегда если у вас есть деньги. У вас есть 6000 рублей на этот BTR30, и у вас есть еще 30 тысяч рублей на эти наушники с кодеком CoolDAC. Я смеюсь, потому что я сам созревал около года для того, чтобы купить накладные наушники дороже десятки. Спасибо большое, Злой Ежик. Не забываем прожать лайки, будет быстрее розыгрыш. Но если даже вы не прожмете, все равно он будет. Виктор, привет, спасибо большое, что пришел. Серж Кус, спасибо, что пришел. У Угрина тоже ничего, передатчики. Тимофей, привет. Владлен, привет. Вот, так что фиевские гаджеты, в принципе, или подобные им, не только они выпускают. Опять же, я их покупаю, потому что они мне нравятся. У меня там эти переходники есть их. Я не понимаю, почему у них такие цены, наверное, потому что они лучшие из китайцев, по их же мнению. Народ берет, отзывы хорошие. У меня появился мой знакомый аудиофил, друг, который мне помогает, кстати, лить мои видео в Дзене, Яндекс.Дзене, потому что как только у меня умер Google, я решил, что нужно хоть каким-то образом себя обезопасить. Дима, спасибо большое. И так как он аудиофил, он слушает все эти наушники у меня. С радостью еще будет продолжать слушать, потому что вы понимаете, что у меня их море. И плюс девайсов, с которыми слушать их тоже море. Так вот, фиевские девайсы все подглючивают, но вы помните, что они стоят не по 500 000, не по 100 000, как вы можете посмотреть, допустим, как BTA30 Bluetooth модуль, который передает от компьютера сигнал, ресивер и Bluetooth трансмиттер, правильно сказать. Так вот, аналог стоит 1080, и кода CoolDAC там нет, если брать каких-нибудь европейцев, американцев. Но это про FIA, это про то, что вот данный бренд для меня явился чем-то новым, идеальных вещей они не делают, но если вы повернуты на звуки, хотя бы чуть-чуть, либо начали проворачивать свою голову в сторону звука, но при этом у вас нет миллионов, потому что, в моем понимании, вот эти все магнитопланары по 200 000 это уже за гранью добра и зла и моего сознания, то вариант неплохой. FIA и их аналоги. Очень много сравнений, очень много споров. Я советую посмотреть. Так же, как накладные наушники от FIA я почему не купил, потому что половина аудиофилов пишет, до какой степени они крутые, вторая половина пишет, что это хлам, а 17 000 рублей я не решился тратить на накладные уши. Не на накладные, а на полноразмерные уши. Так же, как вот на Соньке ничего, а на них все-таки жалко. Дальше идем. Что мне еще в этом году понравилось? Это мы убираем FIA. Наушников море просто потому что море, а не потому что
море, океана. Не потому, что я о них о всех буду рассказывать. Хотя, если вы захотите, расскажу. Мне очень понравились вот эти часы. Я их, конечно же, захейтил. Это Oppo Watch. Это, можно сказать, идеальная реплика Apple Watch. И они продаются везде по оверпрайсу, кроме Китая. Чтобы вы понимали, в Китае я их купил, по-моему, за 15 тысяч рублей, плюс-минус. Это около $200. Если бы за 200 долларов они выполняли те же функции, что в Китае у нас, ну, на территории СНГ, ну, согласитесь, они бы расколбасили просто Apple, как не знаю что, потому что они не хуже, чем яблоко, у них просто урезан тупо функционал по той причине, что мы живем, к сожалению, в России или в СНГ. Ну, к сожалению, к счастью, хорошо, что я не в Китае живу, с другой стороны. Вот, с другой стороны, это шаг вперед, просто, не знаю, всех волнует вопрос, что ты на Новый год не куролесишь, не отмечаешь. Алекс, сейчас отвечу, давай все-таки расскажу про часы, так как я начал. Так вот, если вы живете в Поднебесной, и вам эти часы интересны, вам однозначно нужно бежать это дело все и покупать. Вот, по поводу доставок, Сергея тоже, пусть буду отвлекаться. Доставки около 6 телефонов у меня висело на таможне месяц. С 11.11, сейчас, внимание, 31.12 уже Новый год и больше 1,5 месяцев. Но все сдвинулось, и в ближайшую неделю большинство из них я получу. Есть только 2 посылки, по которым у меня пришел отказ, и они мне не важны, если честно. По поводу часов, это шаг вперед. Когда такой момент придет, глобалка станет не 30 тысяч рублей, я вообще не знаю, откуда они взяли эту цену, я не понимаю наш ритейл, они хоронят, просто-напросто хоронят, мне кажется, это в сотрудничестве с Apple, девайсы на корню. Если бы они стали продавать их по 18 хотя бы, это было бы круто. Роман, да, я буду встречать с вами Новый год, или вы со мной, или кто здесь будет на Новый год. Не забываем прожать лайк, будет 1000 лайков, сразу разыграю телефон. Если не будет 1000, то разыграю телефон когда? Правильно, когда час ночи придет, либо вот примерно так, может быть чуть-чуть раньше. Виктор, привет! Если не рассматриваешь на обзор полноразмерные наушники, V-Moda Crossfade Wireless. Виктор, понимаешь, в чем дело? Вот ты мне советуешь, это определенного рода узкий продукт. Узкий в плане чего? Ты о нем знаешь, я, допустим, о нем не знал. Значит, кто у меня будет смотреть его? Никто, ответ. Я хочу купить наушники Huawei, те, которые 30-ку стоят накладные. Я хочу купить наушники Vivo, которые с ракет стоят накладные. Я хочу купить яблочные наушники за 68, но яблочные, возможно, мне предоставят. Опять же, на постоянку. Возможно, я их даже разыграю, но это, наверное, будет совсем ультра-суицид, потому что мне все-таки нужно потом что-то с чем-то сравнивать. Так что посмотрим. Если будут, то будут. Сам я себе точно покупать яблочные не буду. 60 тысяч, 50 тысяч. Это все равно перебор. Дальше. По поводу часов я сказал. Часов в этом году выпустилось просто бешеное количество. Если бы мы жили в Поднебесной, то те же Mi Watch, это Mi Watch Color, это Mi Watch Color Sport. И я на Mi Watch Color Sport делал сравнение вчера между Mi Watch Color и Mi Watch Color Sport. И то, и другое. Вот у этого выйдет скоро глобалка. Глобалка будет крутая в плане почти во всем, кроме одного. NFC в ней не будет, а значит, это то же самое, что половина девайсов от Amazfit, только с оплатой. А если брать Huawei, про который я сразу же вспомнил, и с Huawei у меня лежит только в браслетах, все Huawei-евские носимые девайсы, часы, браслеты, еще что-то разделывают просто всех. Почему? Потому что они поменяли ценовую политику и на Али, и во время предзаказов их можно купить прям неприлично дешево. А так как их можно купить неприлично дешево, я в обзоре на Honor Magic Watch 2, понятно, что Honor это уже не Huawei, но когда я покупал Honor Magic Watch 2, это было еще Huawei, этот бренд. И все равно у них технологии одинаковые. Так вот, Honor Magic Watch 2 за $100 это был просто нереальный подгон, это были просто нереальные ощущения. Спасибо большое, Евген Урей, за то, что перешли в уровень спонсоров. Вас, по-моему, там уже 10. Спасибо. Вот, Александр, с Новым годом. Алекс, по поводу того, почему я встречаю Новый год с вами, а не с семьей. Моя семья сейчас в Петербурге. Меня все еще не уволили. Я все еще в тундре. Надеюсь, что уволят в течение января, и мы компенсируем с ними все эти праздники. Ничего критичного в этом нет. Вот, допустим, моя семья на праздниках не повернута. Но хорошо быть повернутым. Если бы мы были вместе, тогда бы все, конечно же, как-то праздновалось. По поводу отношения к праздникам, кстати, и друзьям, и
близким или еще кому-то. У меня есть одна простая политика, она перешла от моего отца. Я, не, может быть, ее неправильно понял, но мы живем, понимаете, довольно так рвано. Сегодня мы живем, завтра что-то происходит. Либо со здоровьем, либо еще что-то нехорошее, либо перестаем общаться. Так вот, радовать нужно друг друга каждый день. Это не из разряда того, что радуйте свою женщину, радуйте свою девушку, радуйте своего парня, мужа, радуйте своих детей. Но это факт. Все ходим под одним небом, и если у вас есть возможность радовать своих близких каждый день, или через день, или за какие-то заслуги, или просто так, потому что вы их любите, лучше это делать. Во-первых, потому что время идет, и ребенок, которому в 10-9 лет нужен PlayStation 5, в 18, возможно, не нужно будет ничего, кроме балалайки. А тогда в эти 10-9 лет вы могли сделать ему нереальную радость. Заметьте, у меня плойки нет пятой. Я все еще стараюсь ее купить. Не забываем прожать лайк. Сегодняшний стрим — это исключительно, не знаю, возможность с вами пообщаться во время праздника. Это круто. Эдик, привет! Я поехал впервые в жизни за границу на заработки в Чехию. Тарас, поздравляю тебя. Что твой друг аудиофил скажет про портативный усилок для наушников? 17 баксов стоит. Серж, я не буду его покупать. Ну, как бы, я даже не знаю этого бренда. Еще раз, чтобы вы понимали, почему я хотя бы те же FIA покупаю. Потому что это хоть какой-то, но бренд. Я не являюсь игровым каналом, у меня нет подписчиков молодежи, которые меня разгонят только за счет того, что я им слюной в камеру прыскаю или трехэтажным раскладываю там с пивасоном или еще чем-то. Все довольно банально, и я вспоминаю про некоторые маленькие бренды, все еще покупаю, все еще рассказываю, но про совсем странные, это из разряда брендов для аудиофилов, о которых я не знаю, ни с чем-то сравнивать в конце концов надо. Всем добрый вечер, всех наступающих, и вас тоже. Есть девайсы от Realme? Конечно, есть. Плюс я напоминаю, что у Realme, у меня был обзор на Realme V3. Я хотел его оставить, но у меня друг мой знакомый, можно сказать, попросил ребенку продать этот телефон. Я его продал значительно дешевле, чем купил. И ребенок его, как вы понимаете, в дикой радости. Если вы видели характеристики Realme V3 за 12 тысяч рублей, на котором уже есть Google сервисы, там нужно чуть-чуть просто подумать головой, то там закачаешься. Я говорю, китайский рынок — это рынок мечты. Если посмотреть, за сколько они все могут себе купить. Но летим дальше. По поводу Realme. Realme 6 Pro или Realme 7 Pro в 2-3 днях пути от меня. Realme X3, по-моему, Zoom я уже тоже купил, но это товарищу, Диме, кстати. Он супруге, скорее всего, подарит. Я уверен, что они меня не смотрят, поэтому все норм. Так что Realme — это бренд более чем. А если вы не знаете, кроме вот этого вот дела. Наушники Realme я не особо дико советовал. Почему? Потому что это примерно та же история, что с наушниками. Сейчас я покажу. Опа! Опа, прям вообще печаль. И если я их найду, где они у меня валяются здесь, не найду, по сути. Они такие кругленькие были, беленькие, подлые. Вот. Вот эти вот наушники — это одна из попыток, наверное, сделать деньги с их стороны. Почему? Потому что у них есть Vivo. Понятно, это все корпорация BBK, название Vivo, Realme и Oppo. О, это ж все разное. Нет, это все одинаковое. Мир, труд, май, жвачка, покемоны, делают деньги люди. Это затычки, это вкладыши. Это под AirPods Pro, которые лежат вот тут где-то. Вот они, AirPods Pro. Это просто вкладыши. Это Vivo TVS Neo. Vivo TVS просто супер. Vivo TVS Neo не фонтан. Не забываем прожать лайк, кто новенький пришел. Смотрим обязательно обзор на UMIDIGI и участвуем в розыгрыше. Если вам не скучен такой формат, мы общаемся по железу. И когда некоторые люди из крупных блогеров говорят, что они заелись и железо им не нужно, это тоже, не знаю, гаджеты — это гаджеты. Каждый чем-то увлекается. Кто-то покупает машины, кто-то покупает платье, кто-то покупает музыку, кто-то ничего не покупает, а рисует картины. Но при любом раскладе все это, к сожалению или к счастью, довольно сильно завязано с гаджетами. Какие планы на наступающий год? Ставь цель, ляма, мы поможем. Дмитрий Стр. У меня цель простая — не сломаться. Что такое не сломаться, я сейчас вам объясню. Как раз вот Диму я буду часто вспоминать. Он сейчас пробует себя в мини-блогинге. Он там на Дзене начинает статьи писать, я ему даю девайсы. И что я могу отметить? Что человек правильно говорит, что попробуй 3 раза описать наушники, а 30 раз, а 100 раз. У меня на наушники, на беспроводные было 190 обзоров. Очень многие люди часто пишут, что товарищ, у тебя одни и те же слова. Но вы понимаете, что я могу сейчас назвать минимум 400 слов, которые будут в каждом обзоре.
И логично я их расставляю по-разному. Логично, что разные микрофоны, разное качество связи, разные драйвера, частоты. Но вот эти вот слова, они одни и те же, это как копипаст. И насколько тебя морально хватит, чтобы не говорить просто, доставая наушники, это хлам, купите вот это. Ну, вопрос. Почему? Потому что я делаю каждый ролик для человека, который меня не знает. То есть приходит человек на канал, он должен узнать про девайс. Он не должен узнать, какой я крутой, что я знаю там 300 названий пар наушников, что я понимаю разницу между кодеками, еще чем-то. Он пришел за тем, чтобы выбрать. Моя миссия — рассказать ему максимально кратко о том, что ему может быть важно. Что из этого важно, я не знаю. Я перечисляю всегда все. И плюс самое главное — вставить примеры. После этого я уже даю свои заключения. Как много людей слушает до моих заключений? Ну, примерно столько же, сколько среди вас прислушивается к чужому мнению. Разве вам важно чужое мнение? Если бы вы примерно предполагали, как все это работает, вот я примерно уже начинаю понимать, то вы бы очень сильно удивились. Я благодарен вам, что вы мне верите, я благодарен тем, кто прислушивается к моему мнению, либо еще кому-то, потому что все-таки опытом. Одно дело, когда у тебя там контракт, вот про Realme спрашивают, есть очень много каналов, которые являются фронтменами каких-то брендов. То есть ты с кем-то дружишь, они тебе платят деньги, ты все время это дело обозреваешь. Если вы видели, я обозреваю Sennheiser, которые являются, ну, за сколько их? За 20? Не за 20, по-моему, за 1017 я их купил, в Синхе вторые, Momentum 2. Я обозреваю и Realme, и Samsung. Почему Xiaomi так много? Почему так много беспроводных наушников? Потому что это дело смотрят. Вот, так как это дело смотрит, я про это дело рассказываю. Помимо этого, я выискиваю всякие темы из разряда, вот, допустим, Feel наушники. Кто до меня сделал обзоры? Это не к тому, что я такой крутой, но реально я сделал первый обзор, по-моему, на Рутюбе на них. Понятно, что через вашу подачу. Спасибо большое всем подписчикам, которые пишут мне, чтобы я что-то купил. Вот. И к чему это все? К тому, что мне не важно, что конкретно обозревать. Мне самое главное, чтобы мне это было интересно. Конечно, меня интересуют все девайсы из разряда Huawei, Honor и подобных. Вот, допустим, у меня, правда, Huawei P40 Pro, на который я снимаю ролики, я до сих пор на него не сделал обзор. И это эпичный фейл, в следующем году обязательно сделаю. Вот. И что еще интересует? Меня интересуют ножики, как вы видели. У меня их, наверное, штук 8 уже, может быть 10 на канале. И из всего, что подошло, заметьте, я никаких ссылок сейчас не добавил. Ни на покупку, ни на ролики, ни на что. Это в первую очередь стрим для моих подписчиков, которые примерно понимают, что в принципе на канале есть и что меня интересует. Я надеюсь, это интересует в каком-то моменте их. Нургомедов, Мусаев, мало ножей. Ну, вопрос дня. Вы представляете, сколько мне их не присылают? Это вопрос, кстати, еще проблема с Алиэкспрессом. Мне не присылают ножи 2 из 3. Я не знаю, почему они зависают. Они исчезают на границе. Но, в общем, смысл в том, что с ножами проблема. Лично у меня по заказу. Понятно, что помимо всего этого есть еще и копии различных брендовых ножей, которые стоят по 50-60 тысяч, и поэтому их тоже на границе изымают. А я не особо в этом деле разбираюсь, я заказываю все, что интересно. Вот. Самый козырный нож, мне больше всего вот этот Кайзер нравится. Сказать, что он самый козырный, это неправильно, потому что он не самый козырный. Еще нравится вот этот, тоже кайзеровский, еще бежевый. Ну давайте как-то в ножи ушел. Хотите, чтобы я их достал? Мне флюс для пайки ни разу не пришел. Ну вот все бывает, так сказать. И это не удивительно, я бы сказал. Вот этот маленький мне нравился, простой, который я почти убил. CRKT. Очень нравился зеленый, но он, мне кажется, довольно такой топорный дизайн. И вот этот японский, я не понимаю, что это за бренд, если честно. Вот сама ручка удобный, короче. А про ножи ты когда-то обещал сделать обзор. Да, я про много все обещаю сделать обзор. Если обещал, значит сделаю. Вопрос когда. Так же, как про Соньки, про Синхи. Дело даже не тому, что всему свое время, а дело в том, что я помимо всего еще работаю, вы понимаете? То есть я сейчас с вами пообщаюсь, завтра на работу к 9 побегу. У всех свое. Когда-нибудь уволюсь, надеюсь, в январе, и тогда все будет намного проще. Хотелось бы, конечно, вести еще второй канал, чтобы делать там лайв-распаковки и обзоры. Почему? Потому что, ну вот покупаю какую-то вещь, и мне лень на нее тратить время из разряда монтажа. Вот есть у меня Tisa i7. Я бы при вас прям распаковал и рассказал о них. И что? И сказал бы их не покупать. Ну, или покупать кому-нибудь, кому хочется кинуть там за 700 рублей что-то там, и все.
А обзор отдельно делать на это дело, ну, не знаю, я их периодически даже слушаю, надеюсь, что все пройдет. Варвар, спасибо, да, за подгоны, за то, что предупредил народ. Не забываем прожать лайк и что еще? И приятного вам Нового года, который будет через 36 минут для тех, кто живет в часовом поясе Москвы. Думаю, что мы после Нового года и разыграем, потому что вряд ли 1000 лайков мы наберем. Хорошие ножи, я тоже так считаю. Кайзеровские вообще дольше всех остаются острыми, и мне они нравятся. Вот, дальше по поводу, в какой я программе нарезаю ролики свои. Это все очень просто, у меня нет iMac, и поэтому я делаю все это в Adobe. Вот, делаю довольно просто, кратко, и я думаю, надеюсь, вам нравится. Вам нравится монтаж или нет? Можете написать «не нравится», я буду думать что-то над этим. Но помните, что я не монтажер, я инженер. Максимум я, может быть, могу более-менее слова связывать. Ку-чел, что взять из наушников? Артем, ку-чел, иди отсюда. Мы здесь более-менее уважительно друг к другу относимся. Я не думаю, что вы будете удивлены, если вам на стриме будут как-то по-другому кто-то отвечать. Челов здесь нет. Сэрчип нравится. Хорошо, потому что на что-то большее, не знаю, мне кажется, что если я буду что-то финтить с этим делом, с монтажом, и пытаться шутить, у меня придет слишком много юной публики, которую бы я не хотел видеть. Почему? Потому что много лишнего, много комментариев. Еще раз повторяю, я на своем канале читаю все комментарии, пока не на все, тыкаю лайк, но стараюсь. Вот, продакшн, хорошо, спасибо. В какой программе тест касания проверял? С чего именно, Блик? Тест касания Юмидиджи, который только 5 пальцев, это был только, по-моему, одна программа, которая тест. Вантуту, видите? Даже сразу запустилась. А когда выйдет обзор на Meizu Buds? Когда они мне дойдут на джип, они мне идут уже месяц, наверное, с лишним. Я говорю, очень много девайсов, которые... Вот вот эти Honor-овские часы, на которые я постараюсь завтра сделать обзор, но вряд ли. Завтра, скорее всего, сделаю на Xiaomi-шные чемоданы. Так вот, эти часы мне шли 1,5 месяца. Нормонтаж, не зря ты Роман Балхарова смотрел. Я не знаю, кто такой Роман Балхаров, Дмитрий. Я скажу честно, что мне с монтажом помог один человек, и его никнейм Артем Штирлиц, Артемий. Так вот, этот человек имеет несколько миллионных каналов, и он мне просто подсказал, сказал клепать и все. Ну, примерно как. То есть делаешь то, про что рассказываешь, и все. Сколько у тебя ненужной пластмассы? Глумов, ты будешь удивлен, но она вся нужна. Дальше, что мне понравилось из всего, что я в этом году еще обозревал, давайте, или не обозревал, и чем пользовался. Это стики от Базеуса. Был у меня черный стик, точнее он и есть, и купил я себе серый стик. И вы даже не представляете, как много комментариев на YouTube с вопросом, что это у тебя за палка в руках, и как много с другой стороны хейтерских комментариев из разряда «хватит тыкать палкой в экран». Вот, довольно забавные штуковины, я считаю полезные, я для себя их открыл и ничего. И да, чемоданы Бэй не Нинтьего, и при том, что распаковывал я их на снегу, довольно неплохо выглядят. По поводу жабры, это мой один из самых эпичных фейлов за последний год. Почему? Потому что я все еще считаю, что они не стоят своих денег, но теперь я уже после того, как их хорошенько потестил и на них пришло несколько обнов, считаю примерно так же, как было не с Vivo. С Vivo я сразу нагрелся, они были сразу супер. Вот как с Синхами, пока на них не пришло обновление, я бы сделал на них хейтерский обзор. У меня, наверное, месяца 3-4 они были. Вот то же самое с жаброй. Пока на них не пришло обновление, я бы сделал просто злобный обзор из разряда «я совсем тупой и старый». А сейчас я, скорее всего, сделаю более-менее позитивный обзор, учитывая, что их реально купить за 5500. Новые, с таким звуком, таким микрофоном, таким комфортом. Я считаю, что вот это дело может зайти аудиофилам. Обычный люд, к которым я себя причисляю, в принципе, ну, есть альтернатива. Их очень много. Для аудиофилов, у которых в голове одни сибилянты, в принципе, послушать стоит. Но опять же, из тех людей, кому я, возвращаясь к моим баранам, кому я не давал слушать все топовые наушники, по какой-то неясной мне причине, то ли у меня супер попалась модель, вот именно не модель, а супер единица Soundcore Liberty Air 2 Pro.
Вот они рвут Sony, они рвут Синхи, они рвут Жабру, они рвут вообще все, что дышит и движется. И по комментариям многих пользователей, которые приходят в чертову тучу наших магазинов, которые дают слушать музыку. Несмотря на то, что здесь есть белый шум, и почти все его слышат. Вот такая вот магия жизни. Это про саундкоры. И у саундкора у меня с саундкорами интересная история. Чтобы вы понимали, вот, допустим, эти наушники мне предлагали. Вот. Но я их купил на Али. Почему? Потому что мне, опять же, предлагали их с ТЗ. Я не знаю, зачем саундкорам согласование по ТЗ и обязательные какие-то там дружественное объятие, но несмотря на то, что, опять же, этих объятий нет, я покупаю это дело сам, хейтить даже эту модель я не буду, то есть даже, она хорошая. Вот то же самое у всех, все саундкоры хороши. Почему такая штука, я не знаю. Хотел бы я с ними дружить? Наверное, да. Но так складывается, что дружить мне с ними никак. Так же, как с Oppo, Realme или еще кем-то. Периодически, по-моему, Honor мне что-то присылал как-то. От Huawei мне 2E прислали часы, это было круто. Мелочь, а приятно. Вот. И к чему это все? Это все лирика. У анкеров есть люди, которые их не любят. Есть люди, которым они не нравятся. Но я считаю, что это беспроигрышный вариант. Телефон за 20 тысяч рублей. Главное, заряд и память от 64 гигабайт. Nord N10. Посмотрите. OnePlus Nord N10. Был на канале. Дальше, про очки я тоже скажу. В общем, вы запомнили, что анкера меня в этом году удивили. Я их долго не хотел покупать, они довольно дорогие. Проблема с анкерами еще, что у них довольно редкие розыгрыши, ой, не розыгрыши, распродажи. И распродажи у них очень интересно проходят в первую очередь самые крутые. Не в супер там 11-11, 12-12. Они как-то тихо и сапой делают их межсезонными. И вот в межсезонные распродажи анкера купить очень легко. Не в межсезонные, не фонтан. Сижу на Сенхайзерах, после них все эти пищалки такое себе. Games, ну вот да, то есть Соньки тысячные хлам, Soundcore Liberty R2 хлам. И это не попытка с вами поконфликтовать, либо подискутировать. Я хочу сказать, что это то же самое, как у бегунов. Что лучше, Asics или Mizuno? Что лучше, Бруксы или Адидасы, которые они выпускают для бегунов? Вот у них есть гибриды шиповки, марафонки. И можно долго убиваться по поводу того, что кому нравится. Кто-то за жабру вам жабры порвет. Вот. Так что останется пусть каждый при своем мнении. Я образ собирательный, в первую очередь, потому что, говорю, еще раз повторяю, делаю на все обзоры и плюс читаю ваши комментарии. И вот саундкоры — это штука, которая для людей со сдвигом по фазе по звуку. Мне так кажется, опять же. Mizuno уже не те. Ну, Wave Rider, не знаю, Юрий, как были, мне кажется, так и остались. Но это тоже лирика. Вернемся мы к саундкорам. Кстати, пока я не забыл, есть у них колонки. Колонки стоят космос. Motion Plus я дал как раз Диме сейчас послушать, себе оставил эту. Чтобы вы понимали, я когда покупал эти колонки, чтобы они мне их прислали хотя бы, я 1,5 месяца им написывал, что это официальный магазин анкеров, что, друзья, если вы мне их пришлете, то я сделаю обзор на то, что у вас ужасный магазин. Им было плевать. Они мне 1,5 месяца ничего не высылали. 1,5 месяца. Вот, на Vivo Watch, Данила, будет обзор, скорее всего, так же, как на ZepD, в часы где-то повисли на границе. Так вот, саундкоровская акустика – это топ. Понятно, что лучше вот эту брать, чем ту, которая дороже, потому что она дешевле, а звук примерно такой же. Варвар, если ты здесь, ты можешь написать. Чувак, алло, Новый год, если что, агрессив, это я тебе должен сказать, ты вообще на моем стриме. Всем привет, хватит мне хамить, меня зовут Саня, а не чувак. И по возможности не ругайтесь матом, потому что вас заблочат, и не старайтесь здесь рекламировать ничего. Ты обзоры делаешь, агрессив, я сделал уже 730 обзоров, и они все на канале. Не забываем, кстати, прожать лайк за труды, или если вы хотите участвовать в розыгрыше телефона Юмидиджи, вам необходимо посмотреть на него обзор, написать комментарий под ним с ответом на вопрос в обзоре. И после этого, когда на стриме будет 1000 лайков, которых вряд ли будет, но будет, допустим, час ночи, и в час ночи я это дело разыграю. Саня, ты клевый чувак. Алексей, спасибо большое, что ты так считаешь. Саня, у тебя уже Новый год? Нет, у меня до Нового года еще 27 минут. Huawei FreeBuds Pro, а я к ним приду, Сахар, или если вам прям горит, это наушники, которые неплохо скопировали AirPods Pro, и они идеальны для Huawei, но они больше. Они по факту больше, и
дело было не в бобине. Дело в том, что вот к этому моменту я тоже приду. Для этого у меня сейчас два уха пластиковых, усредненных, которые используют лоры для правильно того, чтобы показывать, как слуховые аппараты работают. Они среднего размера, и вы сейчас увидите, что делает яблоко. А яблоко делает подло, оно делает идеальный размер во всем. Надо брать обе Flame, и мини они спариваются. Окей, будет ли обзор на колонку Huawei? Думаю, да, но стоит она космос. Прислать мне ее никто не пришлет, и поэтому у меня вопрос. Vivo TVS стоит покупать. Не успел понять, как стать участником розыгрыша. Достаточно прочитать в одном из комментариев, там второй комментарий, ссылка на обзор вот этого телефона. Друзья, помогайте людям, кто не знает, как участвовать в розыгрыше. Что сделать? Что сделать? Хотя это все конкуренция, но мы будем надеяться, что здоровая конкуренция — это хорошо, правильно? Тем более человек вряд ли, если он не знает, как это все происходит, досидит до конца. Короче, так и не разобрался, что брать. Паму КЗС-1 для айфона подскажет 3 словами. 3 словами: есть определенного рода стрим на канале. На канале стрим с определением того, что и к чему покупать. И вот вы там можете узнать. Интересно, какие сами наушники носишь повседневно. Глумов сейчас я вот эти ношу. Я ношу то, что я тестирую. То есть вы представляете, как можно делать обзоры, если ты это дело не используешь. Просто запихал в ухо и все. Нет, надо пошарахаться где-нибудь, правильно, в торговых центрах, поиграть с разными телефонами, попереподключать, потому что бывают очень жесткие наушники, которые еще очумеешь переподключать с разными мобилами. Какие беспроводные наушники взять для игр? Шолик, есть стрим на канале по поводу наушников, и я обязательно буду вам его всегда советовать посмотреть. 36 пар лучших наушников по брендам называется, позапрошлый стрим. Он сохранен, можете посмотреть, там 25 тысяч просмотров уже. К чему это все? К тому, что меня порадовало еще в этом году. Порадовало то, что вот эти вот очки, и еще одни очки такие сейчас покажу, они меня спасали. Спасали мои красные глаза, и многие могут сказать, что это все плацебо. Но также многие могут сказать, как и я, что это дело помогает. Это очки для того, чтобы у вас меньше глаза уставали от компьютера. Насколько хорошо они отрабатывают, решать только вам и только через комментарии знакомых. Это дешевый вариант, это дорогой вариант. Realme нет. Redmi B1, это Xiaomi, обзор на канале, и есть Redmi B1 обновленный. У меня 2 обзора на них, и плюс еще, я скорее всего еще в новой оправе куплю и буду рассказывать. У меня были еще одни очки такие, я их посеял, и поэтому мне придется покупать снова. Потому что эти поцарапаны, но я все равно их юзаю. Почему за спам-бан? Комментарии же продвигают твой канал. Мата, а это мой канал, я знаю, я все равно баню, мне так нравится. То есть я не хочу читать спам, и все. Ой, значит, не услышала, спасибо. iMix, все норм, сколько они стоят? Что именно, очки? Посмотрите на Алишке, посмотрите обзор. Саня, будут обзоры на беспроводные полноразмерки? Ну, на Sony 1000 это были. Дальше, про очки я сказал. Очки мне понравились, очки советую вам рассматривать к покупке. Если не эти, каких-нибудь других брендов, хотя бы подешевле, может быть подороже, лучше подешевле, лучше всегда дешевле. Что еще меня порадовало в этом году? В первую очередь это лучшие вкладыши. Лучшие вкладыши это не Vivo TVS Neo, а Vivo TVS. Ничего не поменялось, по-моему, уже год их продают. Очень сложно купить обычные Vivo TVS 2019 года, но можно. Не забываем прожать лайк за труды, чтобы участвовать в конкурсе на выигрыш вот этого Umidigi 9A Pro телефона. И я его не советую для покупки, так, если что. То есть, кто выиграет, можете перепродать. Но помимо этого, в комментарии под видео есть ссылка на ролик Umidigi, и там нужно его посмотреть перед тем, как участвовать в розыгрыше. Сань, напомни, очки фотохромные? Да. B1, да. Пойду смотреть твой обзор на очки вместо стрима. Глумов, ничего страшного, посмотришь и, надеюсь, вернешься, потому что на стриме можно только выиграть. Стоит ли покупать OnePlus Z? Стоит посмотреть мой обзор и узнать. Вот, так что Vivo TVS как вкладыши это на данный момент, к сожалению, совершенство. К сожалению, почему? Потому что все-таки приятно, когда что-то кого-то куда-то подвигает. И на этом и строится, наверное,
мир гаджетов. Мы всегда хотим лучше, мы всегда хотим круче, и мы всегда что хотим? Правильно, мы хотим, чтобы эти гаджеты нас долго радовали. Но лучшего пока нет. Но, если у вас телефон Huawei, опять же, у меня был специальный стрим по поводу этого, он был позапрошлый, какие у вас телефоны, какие под это нужно делать, покупать наушники, то лучше, несмотря на меньшую автономность, купить Huawei FreeBuds 3. Вот. Если же у вас какой-нибудь телефон от OnePlus, от Pixel, от Google, то лучше Pixel Buds 2. Они допилили прошивку, у них стали отличные микрофоны, и про это тоже был стрим. Но почему я подошел постепенно все-таки к Pixel Buds 2, вы знаете, потому что на моем канале в этом году я купил Pixel Buds 2, после этого я купил Pixel 4, который сейчас играет, и после этого мне прислали Pixel 4a. Вот, это посылал не Google, это посылала транспортная компания Pixel 4. Кстати, подождите, я сначала купил Pixel 4, потом мне заслали наушники, и после наушников еще Pixel 4a заслали. Вот, это крайне специфический продукт. Сказать, что за пикселем стоит бежать, я никогда не скажу. Ни за 5, ни за 4а, ни за 4. Как многие ставят мне в укор, ты их рекламируешь. Нет. Я его использую как второй телефон. Когда я уволюсь, вполне возможно, мне этот второй телефон не нужен будет. Pixel 4, как Pixel 4a или Pixel 5, имеют один огромный плюс – это габариты. Помимо этого у Samsung есть маленькие телефоны, как мы все прекрасно знаем. И еще, в принципе, вышло довольно большое количество разных флагманов, адекватных размеров. Я пока в них не разбирался. Но пиксели меня радуют. В первую очередь, конечно, в связке с наушниками, во вторую очередь габаритами и тем, что сюда приходит, разумеется, первым обновление на Android. Хотя, опять же, на моем канале, по-моему, ролика 2, наверное, по поводу особенностей Android или того или другого телефона. Мне кажется, что если тебе прилетела какая-то обнова, ты сам можешь поползать в настройках. Это дичь, когда ты смотришь чуваков, которые рассказывают, можно заползти сюда, сюда, сюда. И так делают сотни тысяч человек. Я этого не понимаю. Я принимаю, что кому-то это интересно и кому-то сложно самому кликать в настройках. И сложно перечитать, если опять же вы увлекаетесь, вам легко можно прочитать, какие плюсы в новой прошивке. Но вот так. Дальше. Что мы имеем? Мы имеем пиксели. Пиксели – это крутая тема для людей, у которых много денег и кому нужны маленькие телефоны. Вот, либо для гиков, как вариант. Больше подписчиков, новых обзоров, пальцев вверх. Юрий, больше обзоров точно пока не будет, потому что я и так говорю, почти каждый день делаю обзоры. Может быть, они будут лучше. По фоткам преимущества пикселей не видишь. Алексей Плотников, как только вы возьмете вот этот телефон Huawei P40 Pro и сделаете фотографию на него и видео, и сделаете на пиксель, у вас появится огромная проблема облизывать пиксель. Понятно, что у кого-то контракт, и кому-то нужны клики на то, чтобы в США их покупали, еще что-то. У меня контракта нет. У меня простая договоренность. Мне товар, я о нем рассказываю, вы получаете контент, я получаю контент, человек, точнее организация получает рекламу. Можно сказать, что это реклама, но относительная. Почему? Потому что я сначала ими попользовался, воспользовался. Pixel 4 я же себе сам покупал. А потом уже пошла какая-то дружба-полудружба. Вот и все. Мне не важно, как много людей там будет или не будет покупать через них. Поэтому Pixel 4 я бы брать не стал. Но это лично мое субъективное мнение. Почему? Потому что есть, опять же, Huawei P40 Pro. Если вам нужна фотография и видео, напишите мне, кто считает, что Huawei не уделает вот это дело. Я не знаю как, но пойдемте праздновать Новый год. Регина, вы можете праздновать, вас без оскорблений никто не держит. Почему? Потому что здесь уже люди, либо у которых Новый год кончился, либо кто поставил, не знаю, как-то отдельный телефончик. Не забываем прожать лайк. В комментарии под роликом есть обзор на вот этот телефон. Его нужно посмотреть, чтобы участвовать в розыгрыше и быть на стриме сегодня. Вот, как только будет 1000 лайков, я его разыграю, но, скорее всего, до 1000 мы не дотянем. Но можно поставить цель в 500. Давайте 500 лайков. Вот. Или 500 дизлайков. Huawei делает этот смартфон. Какой этот? Наверное, собрались все трезвенники, и правильно. Праздники это зло, пора их отменять. Из-за праздников обостряют. Нет, Дмитрий, я считаю, что у всех свой антистресс. Симбаев, стоп, Саня, топ. Я думал, стоп.
Пойдем праздновать, уже ответили. Что ты советуешь, Realme 6 Pro или 7 Pro? Саша Кузьмич, для этого я купил 6 Pro и 7 Pro. И оба этих телефона в течение недели у меня появятся. И оба их я буду тестировать, оба этих телефона, и сравнивать камеры в том числе. Но на камеру я сделаю довольно тупое сравнение. У меня снег, у меня довольно часто здесь сумерки, и вот в этих сумерках я и буду их колбасить. Я тоже из Украины, я из России. Давай 300 лайков. Нет, никак. Либо в час ночи, пожалуйста, приходите. Александр, спасибо тебе за этот год. Рад присутствовать на этом стриме. Телико Ягор, извините, если неправильно. Спасибо, что пришли. Вот. Человеку, которому не главная популярность, а главное удобство и адекватность, это очень хорошо. Желаю тебе удачи и везения. Ну, как бы, спасибо большое за не главную популярность. Я в этом году стал 200-тысячным. 200, ладно, 200 тысяч подписчиков, это круто. Особенно для канала без лица, особенно для канала без попыток шутить нарезками. И все благодаря вам. Вам интересно железо, мне интересно железо. И периодически мы где-то пересекаемся в интересах. Это круто. Дальше. Что мне еще в этом году из девайсов как-то сильно очень зашло? Это гибриды Oppo. Гибриды Oppo Enco Free – это тема, которую хейтили очень многие крупные блогеры. Зачем, не знаю, но магия в том, что люди, они не дурачки. А так как они не дурачки, они, покупая девайс, дают другим людям его послушать, попробовать. И после того, как другие люди послушали и попробовали, его покупают. Это называется сарафанное радио. Без всяких там блогов, без всяких роликов, обзоров или еще какое-то лабутение. И в чем магия Oppo Enco Free? Вы их не купите. Вы их не купите. Их скупили все. То есть, есть розовый цвет, я не знаю, может быть черные и белые еще какие-то есть, но они по какому-то лютому оверпрайсу, я уверен, что их за эти деньги не покупают. Может быть, кто-то и покупает, но я сомневаюсь. Вот. Так что вот этот девайс гибридный девайс, гибридные наушники, потому что это не вкладыши и не затычки. Имеют очень хорошие микрофоны. Существует большое количество фанатов, в том числе один из администраторов, самый мудрый администратор моего канала в Телеграме взаимопомощи. Вячеслав, по-моему, считает их супер топом. Притом он считает супер дном AirPods Pro, как и варвар, да? Вот, я так не считаю, я не знаю, может им подделки попались, может просто брак, или так звезды сошлись. Ну, вопрос про Oppo Enco Free в чем? Про то, что это штука, которую никто не смог повторить. Никто не смог ее скопировать, никто не смог не сделать ничего подобного. И как только они снова будут в продаже, я уверен, их опять сметут. Это тема. Может быть, они их как-то допилят, чтобы продавать дороже. Если будут продавать дороже и качество звука у микрофонов и у динамиков будет тоже, цвет, блеск, красота, их снова разметут. И я в том числе, я буду одним из первых, кто их купит. А фирма Umidigi — это третий эшелон, который не стоит покупать, который посылает таким блогерам, как я, данные телефоны. И у нас два варианта всегда. Это либо рассказывать о них, либо не рассказывать. Я рассказываю, потому что, ну, в моем понимании, мне прислали, значит, я должен рассказать, а так как у меня он есть, я его разыграю. Притом разыграю я такой новый. Этот, мне кажется, я бросанием в снег слегка подубил. Дальше что-то не верится, что они будут в продаже снова. Главное надеяться, Алексей. Так, Витас, я не буду удалять этот комментарий, я слишком негативно отношусь к данной личности, я очень прошу не присобачивать сюда политику. Это существа, это не люди, которые уничтожают мою страну. А моя страна — это не только Россия, не хочу сказать, я родился в совке. Я не хотел бы в него вернуться, но для меня украинцы, белорусы, русские, молдаване, вот, наверное, наций 10 я назову, которые я считаю одним народом. Это не потому, что там смешение, еще что-то, интернационалист, еще какой-то бред. Не знаю, мне дичь. Для меня это дичь. Братья славяне где-то. Где-то не славяне, но если люди разговаривают на русском языке, значит, они мои, не знаю, как родня. Вот примерно так. Ладно, это все лирика, в общем, без политики. Прошу у тебя на обзор Philips. Не. Все, что я покупал от Philips, это было днище. Ну вот мне так не везет. Ребят, подскажите, когда во сколько розыгрыш? Автор не говорил, а то я столько проснулся. Розыгрыш, как только наберется теперь 500 лайков, не забывайте прожать лайк. И, опять же, условия в ролике про Umidigi, который выгружен на канал где-то около часа назад. Вы можете его посмотреть.
В принципе, конкуренция, думаю, будет минимальна, потому что он набрал всего 1000 просмотров, и из этих 1000 просмотров, я думаю, на стриме, ну, человек там 50 максимум. И это предел. Но это и хорошо, правильно? Я бы хотел вернуться в это самое счастливое время в истории. Рожденный в СССР, ну, для меня она была тоже счастливая, но для многих людей нет. Поэтому давайте откровенно, если ты не куришь, не пьешь, и у тебя более-менее голова на плечах, сжав зубы, два варианта. Либо ты эмигрируешь, у тебя будет все хорошо, либо ты эмигрируешь, будет плохо. Ладно, 3. Или ты дома попытаешься что-то сделать. Это сложно всегда. Но у меня миллиарды историй, когда я буду с лицом вести стримы, я обязательно вам расскажу о людях, которые со мной грузили вагоны, а я грузил вагоны, которые стояли со мной в охране, либо были продавцами в магазинах, приезжали рожать просто для того, чтобы в России у ребенка был паспорт, жили в каморках. Да в конце концов, никто не забывайте, что если вы муниципал, вам обязаны предоставлять жилье. В очень большом количестве городов это без проблем. Мне 37, Александр. Ты хотел написать, что все мы славяне. Ну, нет, не все мы славяне, это неправильно. Если выиграю, то сообщите в Инстаграм. А Винес никак не сообщить, потому что мы сейчас в онлайне, и только человек из онлайна выиграет. Это единственный мой такой розыгрыш, потому что мне интересно, чтобы выиграл один из моих подписчиков. Кому либо нечего делать, либо охота пообщаться с другими такими подписчиками. Я тоже динозавр, я из Советского Союза и горжусь этим. Да, во всем было... я не хочу туда возвращаться, еще раз повторяю, но у меня просто психология такая. Я вообще считаю, что современные, опять же, науки правильно говорят, что все разделения на страны это бред, потому что мы одного вида, мы люди. Вот, и вот так. Дальше Anker SpinFit X2. Когда ты планируешь на обзор? Ну, сначала я вот с этими анкерами закончу, а потом уже потом. Дальше, что бы я еще хотел рассказать. Есть у меня... вот такая вот антистрессовская штука. Я сделал обзор даже на нее, Xiaomi-шная. Она и правда помогает, так же, как и железная колбочка, которую я не знаю, куда-то закинул в просторы моего бездонного стола. Я их обязательно найду. В общем, на антистресс от Xiaomi обзор тоже был. Если хотите, посмотрите. И вот. Саня, уши HT01 еще не пришли. Виталий, там такая история, в общем, я их купил, и мне производитель их выслал. Но, как всегда, скорее всего, придет первыми те, которые купил я. А если придут те, что пришли производитель примерно в то же время, то я их еще и разыграю. Они стоят прилично, я думаю, вам будет интересно. Много ли ты зарабатываешь? Блик, а ты можешь посмотреть количество моих обзоров и посчитать примерно, сколько я в месяц трачу. И знаешь, многие, правильно, там, кто-то там, ты выделываешься, еще что-то. Нет. То есть мне 37 лет, я сейчас нахожусь в комнате в 28 квадратов, у меня нет прав, у меня нет машины, я не курю, не пью, не ем сладкое. Сейчас уже во многом себе отказываю, в какой-то момент не отказывал. Но в какой-то момент времени в своей жизни я правильно начал вкладывать деньги. И поверьте мне, люди, которые более-менее начали правильно вкладывать деньги, никогда никому не расскажут, куда их и как нужно запихивать. Вот. Если вам что-то кто-то об этом рассказывает, значит, знайте, что эти люди хотят на вас срубить денег. Александр, счастлив я? Да, Саня, я почему-то счастлив, если не против, что Саня. Почему? Потому что я занимаюсь любимым делом. Я вам рассказываю о девайсах. И все равно кому-то интересно. Я этому рад. Потому что мне это интересно. Дальше, Саня, чем ты занимаешься в свободное время? Регина, к сожалению, уже ничем, потому что я работаю и помимо этого делаю ролики. Вот между этим я делаю ролики и работаю. Периодически я раньше играл в PUBG, сейчас и на это времени нет. Сейчас уволюсь и буду бегать. Периодически, кстати, получается бегать еще максимум. Люблю, конечно же, Netflix, люблю, как и все сериалы. Я достаточно обычный человек. Пытаюсь читать, но как-то плохо получается. Сань, ты обещал на стриме показать топовые проводные наушники. Вот это да, вот это фейл. Я сейчас не помню, куда я их запихал опять. Я говорю, я топовые проводные уши, я их спрятал. Все в одно место. Только это одно место я не могу... вот, это не топовые, это наушники, которые лично мне безумно нравятся. То есть из всего, что я слушал, у меня еще много наушников, которых я слушал, но... на них не делал обзора. Так вот, эти наушники мне зашли больше всех. И всем, кому я не давал их слушать, все, во всяком случае, согласны с тем, что звучат они хорошо. Обзор на них на канале, наверное, был полгода назад. И вот так.
Хороший совет про вложение. Очень много сетевиков появилось с советами. А да, это из разряда того, как самый хороший бизнес — это обучать кого-то бизнесу. Никакой ответственности, просто болтаешь и все. Ну, на любого несчастливого человека найдется тот, кто его разведет. Виктор, ну, не употребляйте это слово всуе. Как человек живет, если у него нет свободного времени? Рамазан, ну давай откровенно, то есть это для меня и есть свободное время, я делаю обзоры. Мне нравится делать обзоры. Мне нравится разбираться с девайсами. Если ты примерно бы представлял, как иногда там ты долбишься с какой-то программой, которую не установить, либо с девайсом, который завис, а тебе, ну, как бы жалко, ты купил его, и ты не можешь сделать обзор на него. И, в общем, вот так. Саня, давай речь за Путина. Сергей, ну а какая может быть речь? Я одно могу сказать, что любому государству всегда нужно, как говорил Греф, чтобы его населяло тупое быдло, которое не умеет читать, не умеет считать и никогда не задумывается над тем, каким образом это быдло управляется. Так вот, наша с вами, мне кажется, миссия не слушать таких моральных уродов, которые говорят такие вещи. Не обязательно быть самым умным, не обязательно быть самым сильным, самым красивым. Обязательно понимать примерно какой ты, принимать себя. Как у меня один знакомый человек недавно рассказывал, как он боролся с непринятием себя, от него там супруга ушла. Он говорит, я каждое утро просыпался и смотрел в себя в зеркало. Да, там у меня бока висят, да, там у меня прыщи где-то, да, там еще что-то. Понятно, бегал, спортом занимался, но никогда ты не будешь идеальным, ни в чем. Ни в деньгах, ни в работе, ни в знаниях. Всегда, чем больше, помните же школу, круг знаний больше круг незнания. Увеличивается круг знаний, увеличивается круг того, что вы не знаете. Это нормально. И к чему это? К тому, что если вы найдете себе какое-то любимое дело, вот я нашел, прям это мое любимое дело. Я люблю железо, будет меня смотреть 1000 человек, я буду все равно смотреть. Точнее, все равно буду пилить обзоры. И если вы найдете себе любимое дело, до этого, кстати, у меня было любимое дело, я бегал, я любил сериалы всегда. Ничего в этом зазорного нет, если ты любишь какие-то вещи. Другой вопрос, что никогда ничего нельзя, по моему мнению, делать захлеб из разряда, если ты начал книгу, ты обязан ее дочитать. Нет, это не так. Если ты женился, ты обязан вот эту лямку тянуть до конца своих дней. Нет, это тоже не так. Люди должны быть счастливыми. Единственное, что я пропагандирую на своем канале в первую очередь, и вас 200 человек, думаю, без 4 минут Новый год вы кто-нибудь услышите эту вещь. Ни в коем случае нельзя трогать детей. Вообще людей нельзя трогать, черт с ним, там мужики взрослые могут друг другу лица разбить. А вот детей точно никогда нельзя пальцем трогать. Ну, не говоря уже там женщины-мужчин, мужчины-женщин. Насилие порождает насилие. Если мы с вами для нас не станет нормой не обижать наших малышей, то мы вырастем таких же плохих моральных... Ну, если вы реально это делаете, то для меня, вот, допустим, вы моральный урод. У меня есть ребенок, я не понимаю людей, которые могут их бить. Что бы он ни сделал, он, наверное, мне может в шею нож воткнуть, я его не трону. Это моя политика, и это политика очень многих взрослых дядек, которые растили конкретно меня, и я считаю ее правильной. Потому что вы детей клепали не для того, чтобы их потом насиловать, убивать, там, морально насиловать. Вот. Как бы так. 12 часов почти уже есть, и это какое-то не особо новогоднее поздравление. Для меня 2020 год был хорошим. Почему? Потому что, вопреки всему, несмотря ни на что, я тоже как-то где-то, наверное, болел. Там, меня накрывало, я периодически ложился какое-то время. Но мы все пытаемся на себя спроецировать эту болячку, которых, море, но мы почему-то все считаем, что именно короной мы переболели. Ну, черт с ним. Вот. И болячек как было много, так и останется. Население планеты слишком большое. И фразы, которые придумали наши деды еще в совке, там, чего ты сопля, ну, как не знаю, собрался и пошел. Вот если не ты, то кто? Никто. Если плачешь, там, все плохо, проплакался, сопли на кулак натянул и пошел дальше. Отбили, там почки, не знаю, побили тебя. Поднялся, пошел дальше. Это жизнь. То есть никому не стоит никогда опускать руки. Это самое главное. И, к сожалению, я не могу это говорить с позиции человека, у которого были какие-то сумасшедшие драмы. У меня в жизни драм хватало. Если там интересно, но опять же, мне кажется, это странно. Давайте не будем о личном. Личным будет, когда у меня там будет лицо все-таки на канале. В общем, драм у всех хватает. У кого-то все родители умирают, у кого-то там в долги сумасшедшие они вползают, еще что-то. Кто-то сидит на чем-то жестком.
все это жизнь. Все это жизнь и абсолютно наплевать. По поводу того, что да, я не пью, не курю, и я ругаюсь матом на работе, я не ругаюсь матом на стримах. Надеюсь, когда-нибудь я в жизни перестану совсем ругаться матом, но я в этом очень сильно сомневаюсь. А по поводу нормы и же с ними, я не курю и не пью, это норма. И это больше 10 лет. И да, я потерял свой круг общения, но я вообще ни грамма не жалею. Поверьте мне, если вы из этого дела вылетите, то это будет хорошо. Что я читаю? Я сейчас читаю про пофигизм. Вообще в основном техническую литературу, но вообще про пофигизм и вторую книжку периодически в период того, когда чай пьют, а я не пью чай. На работе я читаю бойцовский клуб. Вот. Во сколько будет розыгрыш? Как только будет 500 лайков, либо второй вариант в час ночи, то есть через час. Но опять же он будет только среди тех, кто на стриме и среди тех, кто посмотрел вот этот ролик, оставил там нужный комментарий. Саня, смотрел ли аниме? Конечно, да. Блич, но не весь там, чуть-чуть я его посмотрел, потом не смог, но тоже политика неплохая. Помимо Блича смотрел «Тетрадь смерти», эльфийская песня, мне кажется, подойдет любому, кто вообще что-то пытается смотреть. Обделил почки, ничего не понял. Тонкое искусство пофигизма, да, все правильно, Виктор. И я понимаю, что это писал наркоман, и да, Чак Паланик крут. Я понимаю, что Виктор, помимо того, что это писал наркоман, это НЛП. Но это хорошее НЛП, мне оно нравится. 91 день, хорошее аниме, не смотрел. Саня, у тебя какие-то ушки купить можно? Нет, Хэнхфир, ну редко. Вот сейчас там, я периодически их скидываю, но очень редко. Отправили на проверку. Блик, ну этот сарказм вообще не в тему, и мне придется, наверное, удалить такой. Да, спасибо, варвар. Happy New Year, Happy New Year. У меня 8:0, так что у вас уже наступил Новый год. Да, с Новым годом всех! Спасибо большое за то, что вы на стриме. По Москве уже Новый год. Не курю, не пью 10 лет, вот сижу на стриме, настоящие друзья, остались, все хорошо. Лучшее решение в моей жизни. Good Flood, да, я про это же. Всех самое главное, чтобы у вас было здоровье и чтобы этот год в ваших странах, в ваших семьях, в ваших домах был лучше, чем предыдущий. Потому что у многих в 2020 год был тоже ничего. Стоит ли купить The My Pods Pro? Да, наверное, посмотрите обзор. Все относительно. Дорогие юные друзья, поздравляю вас. Человечный человек, спасибо за поздравления. Сань, какие ушки взять с прозрачным режимом? Полноразмерные до 150 баксов. Полноразмерные до 150? Я не подскажу. Я не тестировал с хорошие полноразмерные с прозрачным режимом. Киллер QKTel мне тоже предлагал телефон на обзор. Я прочитал про него комменты и понял, что его я точно не смогу обозревать. Если еще раз напишут, может быть, возьму. Вот. Они же пытаются все лучше и лучше сделать. У нас через час Новый год, у кого-то наступил с Новым годом. Да, сэр Чип, у тех, у кого время по Москве, Новый год. Полноразмерка против затычек. Полноразмерка рвет затычки. Поздравь жену и ребенка, мы подождем. Ну, хорошо, Model Party, но вообще я вас уже поздравил, это, наверное, самое важное. А жену и ребенка я уже поздравлял. Так-то. До того, как я вам позвонил. Дальше. Но все равно лучше, да, супруге позвонить. 2 часа как Новый год. У кого как. Vivo TVS 2019 лучше, чем 2020. Да. Что используют удобнее? Huawei FreeBuds Pro или 3i Pro? С Новым годом, милая, люблю тебя, сыну привет. Я на стриме, если что. Мне со стрима Model Party сказал да. Model, спасибо. Все, люблю тебя, да. Угу. Все, жену поздравил, можно дальше вести стрим, правильно? Ну, смотря какие полноразмерные, какие затычки. Дивур, ну да, однозначно да. Но мы же имеем в виду, допустим, одна и та же цена. У нас уже есть, все спать легли, все закрыто, такая скукотища, один YouTube спасает. Так может быть и хорошо, что легли, завтра людям на работу кому-то, правильно? Дальше красава, дальше у нас... Вот, все-таки по поводу девайсов продолжим, потому что они у меня еще были. И по поводу мультитулов. Вот я обозревал несколько Next-тулов, это Xiaomi-шные детище. Так же, как я, кстати, купил себе этот шуруповерт от Xiaomi. Он тоже не супер топ, но он пока еще не пришел, я расскажу о нем. Почему тоже? Потому что при любом раскладе мультитулы есть топ, а есть все остальное. Вот Next-Tool это тоже все остальное. Единственное, то, за какие деньги можно купить
Xiaomi-шные мультитулы это довольно выгодно. Почему? Потому что на них часто распродажи, их часто распродают наши магазины в странах СНГ, когда понимают, что им их не продать, потому что в конкурентной борьбе за те же деньги они проигрывают тем же американцам, европейцам и же с ними, и логично японцам. Так вот, мультитулы это тема, особенно если покупать это дело на приличные распродажи. У меня от Xiaomi только массажер, кстати, офигенная вещь. Тестер у меня также массажер, он стоит ровно под штативом внизу. С Новым годом! И вас с Новым годом, Максим! Я купил старенький К10, просто огонь, но полетела прошивка из-за того, что менял рут и системные настройки. А так вообще огонь, но после перепрошивки не пользуюсь. Думаю купить Realme A7 Pro или A8. Понятно. Лучшая полноразмерка, цена-качество, твое мнение? Не, я так не могу. То есть, либо это Sony 1000MX4, либо второй вариант это Edifier. Нет, не Edifier, не Ausdom, Mixsider E10. То есть они довольно выгодно, их можно купить всегда. Вот. Вова, вирус закончился, а еще деньги отменили. Вовка, может быть. Дальше с Новым годом уже. Серж Кус, да, и тебя с Новым годом. Не забываем прожать лайк, не забываем посмотреть обзор на UMIDIGI телефончик и участвовать в розыгрыше. Видите, людей становится все меньше, шансов победить все больше. Дальше, у тебя массажер про модель, какая разница с Miyone от Miyue? Не знаю. Я довольно давно делал обзор на него. У меня было несколько массажеров, вот этот прям топ. Это перкуссионный. И я знаю, что перкуссор должен использовать в первую очередь профессиональный массажист. И также я в курсе, помимо того, что должен его использовать профессиональный массажист, его должен использовать кто? Правильно, его должен использовать человек, который понимает, что он делает. И точно он не для промышленных целей. Здравия всех, с праздником добра и любви. Мы не пришли все-таки к супер-девайсу, который, конечно же, вышел в 2020 году, и я его забыл положить. Самое интересное, я его зарядил, а положить забыл. Это, конечно, Mi Band 5 серии. Mi Band 5 серии, так же как 4, 3, 2 и 1, рвет всех. То есть, если вы хотите фитнес-браслет, но не с таким большим экраном, как у Huawei, то единственный ваш вариант, это один из лучших, потому что вышел еще и Amazfit-овский браслет, и он еще лучше. Вот. Так вот, Mi Band 5 это топ. Кратко так. По-моему, это 5 у меня. Да. Дальше мультитул должен быть американский или швейцарский. Окей, обязательно присутствовать на стороне, чтобы выиграть. На стриме, да. В этом-то и смысл. Да какие там шансы? Союз, ну простые шансы. 173 человека, из них, поверь мне, прокомментировало человек 40 в лучшем случае. Александр, вы мудрый человек. Нет, Кахар, у меня просто много опыта. Мудрым это меня, к сожалению, не делает. Потому что, как и любой другой человек, я совершаю море ошибок. И с железом тоже. Вышли Noble Falcon Pro. Sony и Анкеру придется подвинуться. Ну, конечно, да. Они просто всех порвут. И прямо вчера. Саня, мультик за 7-9 тысяч дорого. У меня Nextool, и меня вроде все устраивает. Да, мораль была в том, что я ими пользуюсь, и они норм. Где коммент надо писать? Надо посмотреть комментарий под стримом. Посмотреть ролик про UMIDIGI. И узнать, что нужно сделать. А нужно там очень простую вещь сделать. Всего-то написать определенного рода комментарий под, опять же, обзором на UMIDIGI. А я не успел на момент условия розыгрыша. Киля, так он в самом начале был. Еще раз повторяю, что нет, тогда в час. Ну, Дегис, я же сказал, либо 500 тогда, либо в час. 352 это не 500. А какие инструменты в Nextool? А их несколько Nextool'ов. Вот, допустим, пила, не пилка. Отвертка, открывашка. Топовая штука здесь была, но она не висит. Это кремень. Для того, чтобы иметь возможность высечь искру. Ножницы, конкретно в этом мультитуле. И, разумеется, кусачки. Вот. Все более-менее норм. А в час это когда? Через час, может, и раньше? Дивур. Дальше, Набиль, сделай, пожалуйста, топ ТВС для спорта. Окей. Вот этот неплохой Nextool. Мне он очень нравился. И нравится. У него разводной ключ есть. Видите?
час по Москве. Сделай, пожалуйста, ТТТ. Вот же парадокс. Телефон нафиг не нужен, но зараза спортивный интерес. Да, Ромка, а почему бы нет? И здесь примерно такой же набор. Нож, кусачки. Только единственное, здесь есть еще отвертки. Головки для отвертки. И можно вытаскивать эти головки, вставлять и использовать. Удобненько. Когда будет обзор на Huawei FreeBuds Studio? Я не знаю, дорогие. Когда деньги появятся. Вот. Вы имеете в виду накладные же, правильно? Точнее, полноразмерные. Разводным ключом реально удобно. Да. И вот это тоже тема, потому что по большому счету что нам необходимо всегда? Нам необходимы кусачки и нам необходим разводной. Вот. Понятно, что здесь есть и пила, и нож, и вроде бы ничего такой. Но опять же, аналогов много, и из Китая тоже, но вы прекрасно понимаете, что я правильно, я рассказываю про Xiaomi-шные, стараюсь бренды, чтобы это дело смотрели. А Powerbank самый такой ходовой у меня, как вы видели в обзорах, это с беспроводной зарядкой от Xiaomi на 10 тысяч махов, миллиампер-часов. Почему-то раньше всех бесило, что я говорю махов, хотя все прекрасно понимают, что это аббревиатура. Но чтобы люди были спокойны, я теперь говорю миллиампер-часов. Вот это один из пауэрбэнков, который я люблю, а второй пауэрбэнк где-то тоже лежит, огромный такой ZMI, который довольно прилично потерял внешний вид. Кстати, вот кто первый раз или не первый раз Q-Bot разыграл, до сих пор никто не написал. Написало, по-моему, 3 человека, и все по поводу Mi Band'ов. А, нет, один по поводу щетки. Потому что вчера на канале для стримов был розыгрыш девайсов, уже позавчера. Вот, и вот. Vivo TVS по функциям 2019-2020 нет отличий. А вы можете, Радмир, посмотреть и тот, и другой обзор. Вот, не говори махов, хорошо, Model Party. Купи нож Petrifish с деревянными, или Petrifish с деревянными накладками. Но опять же, все, что вы хотите, чтобы я купил, кидайте в комментариях. Те, кто смотрит меня давно, уже заметили, что в 9 из 10 случаев, если этот бренд хоть как-то узнаваем, я покупаю. Розыгрыша еще не было Seiko Tour. Можно обзор на Powerbank с беспроводной зарядкой Baseus. Ёшки-гагошки. Может быть. Диана, вы зашли с распродажей. С Новым годом вас. Кстати, забыл такую тему. Смотрите, на Алиэкспрессе, и эта тема важная, с 4 числа стартует такая штука, как распродажи с доставкой за счет Али. Что это за штуковина? В общем, все заказы, как я понимаю, которые были в российских магазинах, вы благополучным образом сможете приобрести с бесплатной доставкой. Они логично, чуть-чуть там цены поднимают на какие-то товары, но основная масса работает прямо неплохо. В плане того, что все это дело будет оплачивать AliExpress. То есть они будут оплачивать доставку товаров. И что там интересного? Из интересного там я перечень несколько товаров для примера скину вам. Доставка чего будет бесплатно. Вот. И в основном там косметика, правда. Вот. Косметика и еще какие-то штуки. Сейчас посмотрю. Что я предположительно смотрел, что интересного можно купить. В общем, в прикрепленном комментарии получается... Да, в прикрепленном комментарии я укажу, что можно купить интересного во время этого дела. И расскажу вам. Наверное, на следующем стриме тоже постараюсь рассказать. 5 секунд. Не могу найти. Но смысл в том, что с 4 числа будет как раз это дело. Вот. Точно ты как Дед Мороз. Какие наушники лучше взять для Samsung до $100? Нужно посмотреть стрим мой прошлый на канале. И там есть, он называется 36 лучших пар наушников для разных телефонов. И узнать. Забавно, я составляю 3% молодой массы подписчиков. Ханфир, смысл в том, что на стримах в основном и сидит молодая часть моих подписчиков. То есть вот, не знаю, человек 50 точно молодежи. Из Китая доставка как будет, которая платная? Вот мне интересно тоже, Алексей, но пока только из России я знаю, что будет бесплатно. Но опять же, допустим, мне в регион это более чем актуально.
Жалко, что не смог найти условия розыгрыша, а так я бы поучаствовал, но окей. Киллер, так с чего нет, не найти, если вы посмотрите ролик Юмидиджи, ссылка на ролик в комментарии под данным стримом. Вы нажимаете на него, и там я все рассказываю, каким образом выиграть. Но чтобы выиграть, надо будет еще прийти сюда в час. Благодарю, пошел смотреть стрим про наушники. Дальше порошок можно заказать по дешевке. Стиральный, да? Дальше, у меня 2 пауэрбэнка Bose, но у них огромный минус. На 2000 мАч заряжаются 14 часов. Ну а как вы хотели? Украина, как обычно, идет лесом. Серж, ты все время очень заряжен на негатив. Будь позитивнее. А может и не будь. Не такой ты и дикий. Негативщик. Саня, каких ютуберов ты смотришь? Пум-пурум-пурум, опилки. Американских обычно. Unbox Therapy мне нравится, как снимают. Ну, он вообще не напряжный. Все там с пены у рта наши непродажные блогеры орут, что американцы все продажные, а мы там честные, бла-бла-бла. Вот. Но по факту, блин, если ты разбираешься более-менее в девайсах, у них подача очень приятная. То есть ты смотришь, и у тебя ощущение после этого обзора хорошее. Лично у меня. Вот. Я не могу смотреть. Раньше я пытался смотреть Вилсу. Вот. Вилса, по-моему, крыша у него съехала вообще, у его девочек. Они уже Яндекс.Еду рекламируют, то есть уже все дичь. Дичь пошла, у них ничего никто не покупает, наверное. Вот, раньше смотрел, когда был меньше и не понимал, как это все работает, канал Лучкова, было дело. Но сейчас точно нет, вообще не могу его смотреть. Очень неплохой Игнатьев, унылый, тяжело смотреть, вряд ли он смотрит когда-то мои стримы. Но было дело, что смотрел. Я говорю, когда ты работаешь и делаешь контент, по факту у тебя нет времени смотреть. И еще такой момент. В определенный момент времени, конечно, у всех мало того, что есть соблазн, какие-то вещи ты мог не заметить, ты просматриваешь чужие ролики. Я сейчас уже дошел до того уровня, что я не смотрю чужие ролики перед тем, как делать обзоры. Плюс, не забывайте, в отличие от большинства чуваков, которым просто подождали, когда все сделают ролики на какие-то девайсы, а потом уже делают после них, я стараюсь делать первым. То есть у меня очень большое количество девайсов, которые я делаю в русском тьюбе первым обзора. Понятно, что есть еще маленькие каналы, которые находятся в Китае, есть уже более-менее крупные каналы, но то, каким образом они это все дело обозревают, меня не особо сильно устраивает. Лично я вижу какие-то другие вещи, и понятно, что люди смотрят так же, как и воспринимают, все из-за подачи. Вот как я перечислил вам людей, которых раньше мог смотреть, так же, как до момента, допустим, Григорьева я мог смотреть, до момента того, как он сделал обзор на одни ужасные наушники, я понял, что он толкает лютую дичь. Только потому, что дружит с кем-то. Это не к тому, что я такой весь конь, вот именно не к тому, что я конь и принц в одном лице и белый, а к тому, что, не так явно. То есть, если есть товар хлам, то он и должен быть хламом. По поводу коллабораций с кем-нибудь в новом году, Дмитрий, вы даже не представляете, как много блогеров под 1 миллион просмотров. И это я не говорю тех, с кем у меня в основном конфликты постоянные. А суммарно 3 канала мне предлагалось сделать коллаборацию, и все они от 800 тысяч подписчиков. Я не знаю, зачем я им нужен, потому что средний просмотр у меня, наверное, в раз 5 меньше. И мне это, если честно, не интересно. К сожалению, Дмитрий не только Лучков подвился, там всего 14 каналов, и если вы узнаете какие, то у вас практически не останется возможности смотреть хоть что-то. Вот, и как многие уходят в новости, либо какую-то лирику, что такое Intel, что такое Meizu. Вообще мне чихать. Это, знаете, как очень многие просят, делай обзор на девайс, пока ты его не получишь. Вот я еще не смотрел обзор на вот эти часы, которые мне понравились. Вы, кто-то из моих постоянных подписчиков, по-любому посмотрит этот обзор, но интерфейс здесь лагучий. Вот, лагучий, прям лагучий. И это печаль. То есть прям печаль печалью и на печали погоняет. Ну, все относительно, Дианы. Я не скажу, что у меня прям супер правдивые обзоры. Почему? Потому что все люди ошибаются. Вон я сегодня в обзоре в Юмидиджи сказал, что благополучным образом в Bluetooth там версии 5.2, а там он 4.2. И, кстати, по поводу Стаса, человек, это если вам подходит его формат, ну, в общем, это человек, которого я не могу смотреть.
Мне кажется, его эго больше, чем его каналы в раз 300, и у меня четкое ощущение, ввиду того, что я уже знаю, как YouTube работает, что ему чуть ли не один большой бородатый дядька платил безумные деньги, чтобы он его разгонял. И он его разогнал, я хочу сказать. Себя разогнал и его. Стучит фейерверк за окном. Дальше посоветую. Да, это чувак, который очень любит фекалии на вентилятор бросать. Может, когда-нибудь мне тоже достанется, но думаю, без лица вряд ли, и я не такой большой, чтобы быть ему интересным. Но это позор YouTube в плане чего? В плане того, что человек был нормальный, интересный, стал попсовый чуть-чуть, черт с ним, и потом стал психом. Вот и все. То есть он за гранью, и я его 2 года назад мог смотреть. Сейчас это просто, ну, дно. Костя Стас пиарил, вот да, когда я вижу кого-то с Тимуром, то же самое. Ну, норм, если для вас это норм, я же еще раз повторяю, вот, допустим, у меня 200 тысяч подписчиков. Очень многие, даже мои знакомые, у которых просто, вот у меня сейчас есть знакомые, владельцы миллионных каналов. И владельцы, то есть они не, это физики, это не люди, которые не смогли меня купить в какой-то момент. Да нет, Хан Фир, но он меня не отвращает, он хотя бы не негативщик. Вот, дело это в другом. Ханфе, черт с ним, что он там рекламирует то, что является днищем последним, но он не, как, я вот иду в YouTube и смотрю в YouTube что-то для того, чтобы у меня повысилось настроение. Если я хочу его понизить, то я с кем-то ругаюсь. Вот. Ромка, там очень много не только по поводу ОПа и по поводу еще чертовой тучи всяких девайсов. Все очень просто. Это из разряда того, как можно у Фила, когда мне школьники посылали фотографии, что у них работает программа, а человек, который ведет блог, в котором почти 1 миллион подписчиков, не смог подключить уши к программе. Ну, говорю, вы просто видите то, что вы не видите. У меня нет к нему негатива. Вот. Если вы про это. Отличные обзоры, спасибо большое, Костя. Да, я говорю, все мы разные, смотреть надо всех, слушать надо всех. А миссия любого чувака из телека сказать, как в принципе очень многие большие блогеры делают и делают правильно, смотрите всех и делайте выводы. Фил Си будут на обзоре Масюта, они у меня в пути, и с удовольствием я о них вам расскажу. Ты первый техноблогер, который в стрим ведет на Новый год. Я что-то таких не припомню. Дмитрий, ну у меня людей немного, но мне приятно с вами общаться. Если у вас есть окно, если вы там на работе, еще что-то, почему нам не поговорить? Не забываем прожать лайк, может быть 5 сотен наберем. По поводу розетки, да и подобных всяких магазинов, именно магазинов. Почему? Потому что вы не понимаете, у них связаны руки. То есть они могут хейтить товар, который они не продают. То есть, допустим, есть у магазина блог или канал. Окей, да, даже вот доктор там, вы понимаете о чем. Они хейтят что-то, но они не могут сказать, что вот это хлам, у этого такие-то минусы. Они не продадут, их просто уволят. То есть у них владелец тупо, владелец магазина. Эти чуваки все равно работают на него. Вот, смотреть их приятно, Костя. Но вот, допустим, Сидельников, это человек, вот, ну, я не знаю, может, вспомните мне когда-нибудь через лет 10. Я понимаю, что без крупных блогеров я никогда не вырасту, но мне наплевать. Я с ним дружить точно не буду. Хотя как человек он меня не бесит, но он такое днище бывает рекламирует, что вот как бы, ну это перебор. Но, опять же, видите, коллаборации дают просмотры, коллаборацию дают фан-базу. И круто, пусть они всем все дают. Меня все устраивает, вот я клянусь вам, что если у меня будет все так же линейно, как и сейчас, меня это устраивать будет десятилетие. Да я уже очумевшие девайсы могу себе позволить вам рассказывать, потому что вы смотрите. Смотри-то уже видео на канале. Да, Регина, Украина может выиграть, все вообще все могут выиграть. Киля, вопросы в аудитории. У нас разная аудитория. Да, вы пересекаетесь, потому что вы его знаете. Потому что, опять же, да нет, Киля, оставь. Точнее, оставь. Ничего в этом такого нет. К чему это все? К тому, что неважно, кто что смотрит. Смарт-форум Чайна смотрю периодически кус, потому что я эти вещи также заказываю. Но это из разряда формата, понимаете, тоже слегка однобокого. Почему? Потому что я же тестирую те же девайсы. Вот яркий пример, наверное,
недавно был какие-то наушники, я обозревал такие же, как и они. И они долго и упорно рассказывали, что по большому счету из них что-то можно сделать. А я-то знаю, что ничего нельзя. И мне намного проще вот рассказать о чем-то и сказать, вот я рассказал о Юмидидже, в конце сказал, купите Realme V3. Рассказываю о каких-то наушниках, которые хуже, по моему мнению, чем звук у анкеров P2, которых у многие выигрывают. Я говорю в конце, лучше купить анкер P2. Потому что большинству они заходят, большинству звук этот покажется лучше. Я каждый раз в конце даю альтернативу. У меня нет никаких проблем с брендами, магазином или еще чем-то. Вот и все. Либо, допустим, там какие-нибудь шумодавы, еще что-то. Я всегда стараюсь найти альтернативу в данном ценовом сегменте. Желательно дешевле. Netbox из магаза блогеров вроде бы более-менее. То есть столько гонят. Йор, вот там, вот проблема в том, что вот таких людей, когда ты смотришь, вот этих чуваков, у них очень много непроверенной информации. Если ты будешь их копипастить, опять же, вот я тестирую что-то, если ты их копипастишь, все. То есть, если ты берешь их информацию, потому что потом ты их проверяешь, и получается это не так. Пользуйтесь велосипедом, электросамокатом. Человек я обозревал Ninebot Kickscoot, а сейчас у меня слякоть и снег, я ничем пользоваться не могу. Вот. А велик у меня есть Huawei, извините. Avalanche GT2 Pro. GT2 Pro, да, старенький, уже таких не продается. Дальше Halo GT2S стоит или нет? Хватит все рекламировать другие каналы, давайте пообщаемся. Дальше, доброго времени суток, обзоры реально полезные, так держать. TicWatch не планирую, почему? Потому что если вам нужен нагрудник и вы хотите экономно все, купите Polar. Polar хорошо, M400 старенький. Либо купите Amazfit Pace и купите хороший нагрудный датчик. Лайков мало. Сань, какую бы машину хотел? Все просто, любую Мазерати. Вот, либо что бы я еще хотел? Бэху какую-нибудь. У меня нет прав. Что значит хотел бы? Не хотел бы никакую. Я тоже заказал на 11.11, пока не получил. У меня очень много товаров еще не пришло. Напоминаю, что когда будет 500 лайков, мы проведем розыгрыш, либо когда будет час ночи. По большому счету, скорее всего, час ночи придет. А есть на что заменить бип и часики в этой цене. Есть у меня обзор на вот эти вот Amazfit BPU. И они местами интереснее. Посмотрите, может быть. Вообще не учился на права. Начал учиться, но забросил. И я очень подло катался без прав, когда было на все наплевать, но очень в маленьком городе, так что все было безопасно. И немного, чуть-чуть. Вот. Так что, наверное, я сдам на права, но вопрос когда. Когда будет время. Саша, есть часы умные без датчиков типа Sony SW2? Не знаю. Я даже не знаю о Sony SW2. Купил Baseus 4 после твоего обзора на Новый год. Там, надеюсь, они зашли. Дальше пульсомеры китайские покупал. Ни разу пульсометры мне китайские, Алексей, не пришли. Вот так оно и бывает. Это как заговоренное, не говорю. Одно дело, там телефоны иногда зависают. Я даже больше расскажу. Мне Xiaomi Mi 10T Lite не высылают уже 43 дня, по-моему. Давным-давно их купил. Его купил. Не высылают, то есть его просто тупо нет в наличии. Но я его купил нереально выгодно, пока не скажу за сколько. Когда придет, тогда скажу. 12-м яблоком я не пользовался. Как только я перееду в Петербург, обязательно куплю iPhone 12. Посоветуй, пожалуйста, вкладыши. Мне кажется, что когда вот такие дорогие телефоны без селфи, без лица обозреваю, это как-то уже перебор. Потому что за слова, когда ты рассказываешь о девайсах под 100 тысяч, нужно чуть-чуть отвечать. Я, конечно, делаю эти ошибки, но редко. Потому что уже очень хочется о чем-то рассказать. У меня последняя посылка двигалась две недели, не двигалась, стояла после таможни. Алекс, такая же история. Розыгрыш был? Нет, Дмитрий, в комментарии под видео есть ссылка на ролик Юмидидже. И там условия. Что Mi 10T Pro вышел, несмотря на то, что его пытались обругать. Я не знаю, пытались ли его обругать или нет, все равно его скупят, потому что это Xiaomi. Дальше, бум-бум-бум-бум, пожалуйста, вкладыши нужны. Изменение громкости, высокая автономность, топ-10 вкладышей на канале, смотрите. Витас Дегтярев, почему я не с семьей? Потому что семья у меня в Петербурге, а я нахожусь в Архангельской области. И меня никак не увольняют, вот как только уволят, сразу присоединюсь к семье.
Карантин мутит, у меня тоже фокус всякие приходят. Ничего не понял. Дальше я Powerbank заказал на Али. Дважды поставку продлевали, а теперь даже не знаю, дойдет ли. Серчип, главное верить. Саша, что думаешь о айфонах, стоят ли они своих денег? Да, если у вас много денег и вы о них не думаете, почему нет? Если вам нравится их система. Какой провод взять для зарядки Type-C, а то нужен хороший? Ну а с доставками что из-за пандемии? Какой Power хороший взять? Провод, мне нравятся очень OnePlus-овские провода и ZMI провода нравятся. Дальше с доставками что-то из-за пандемии. Основная масса уже пришла, но все еще идет, и дело не в пандемии, а дело в объемах. Заказал Realme Buds Air Pro за 3,5, но что-то они зависли на таможне. Сразу видно, обзор вы мой не смотрели, Spaceboy, да? А в топку политику. Что скажешь про наушники ZMI Pro? Я скажу, Женя, что посмотри мой обзор просто на канале, и все, и ты узнаешь мое мнение. Вот они лежат, ZMI-ки. Я не считаю, что это какой-то супер-мега-продукт в этом году для меня был. По большому счету, все довольно стандартно. Молодцы, что сделали. И он неплохой. Где заказать нормальные чехлы для телефона? На Али. Привет, Саня, с Новым годом. Будешь заказывать Realme 7 5G? Сначала, Юсуф, мне придет Realme 6 Pro, Realme 7 Pro и Realme X3 Zoom. То тогда, да, тогда я, может быть, расскажу. Да, салюты бахают. Женя, пожалуйста. Дальше я думаю, что... Давайте еще 3 лайка и сделаю розыгрыш. Мне кажется, вы, бедные, замучились уже. Обзор был на GTS 2? Нет, но будет. Нет, GTR 2 идут уже 2 месяца. 2 месяца. Фил CC, топ-звук, цена, да. Еще 2 лайка. И будем делать розыгрыш. Други, есть. Видите, как было просто? Вот. Так что все, кто планирует прийти к часу, ничего не получится. 5 секунд. И вот я разлил воду. Все бывает, так сказать. Дальше, Саня, с Новым годом. Спасибо большое. Я сейчас благополучным образом просто-напросто настраиваю на ноутбуке Lisa On Air. Для чего? Для того, чтобы разыграть телефон Yumi DJ. Никто не против? Друзья, по-моему, у меня сел ноутбук, поэтому сейчас мне надо его будет подключить. Да, сел благополучным образом, но это не смертельно, я подготовился. Зарядка на месте. Да, стрим был очень интересный. Понятно, что на празднике это делать как минимум неразумно. Но, как мы выяснили, есть все-таки люди, у которых есть время. Кто-то на работе, кто-то в командировке, кто-то в фоне включил. Все равно кому-то прилетит сегодня телефончикус. Ну, не сегодня, но во всяком случае. Алексей, это Asus ROG Strix. 2 года я монтирую на нем обзоры периодически, то есть не всегда я на нем именно монтирую. Точнее, последний год я монтирую все-таки на стационаре. Так, что-то он вообще погиб. Если он погиб, это будет эпичный файл. Нет, он не погиб, он у меня не включен. В сеть. Так, что за бук? И на этот Asus ROG Strix VM2 3702VM был обзор на канале, если что. Republic of Gamers. Видите? Старенький. Но 1060 полноразмерная, что довольно неплохо, как вы прекрасно понимаете. Достал уши, а наушники туда не вставил. Давайте, пока он загружается, покажу, о чем я. Вот Huawei FreeBuds Pro, которые я тоже хвалил, и они прям круть-путь. Прям очень хорошие наушники, и мне они нравятся, они прям топ. Но до них сделали AirPods Pro свои наушники, правильно? И объективно, что бы вы выбрали? И размер имеет значение, поверьте мне, когда вы эту штуку в ухо засунете. И все. И вот с этого момента уже начинается печаль в прямом смысле. Дальше, что вы еще хотите спросить, друзья? Напишите мне что-нибудь, потому что мне кажется, что стрим завис. Стрим же не завис, это будет эпичный файл. Опа. Не умирай. Ноутбук, не умирай. Грузится еще. Шикарно. Нет, стрим, наверное, завис. По какой-то неведомой мне причине никто не пишет.
Не завис норм. Да, это у меня завис комп. Дубль 2. Попытки запустить ноутбук. Потому что я могу только на ноуте разыграть. Но первый раз он у меня не запускается, кстати, за 2 года. Ладно, не считая того момента, когда он сгорел. Но сейчас он не сгорел. Поэтому вопрос дня, да? Что с ним будет? Происки Байдена. Да нет, я так не думаю. Дальше все нормально, не завис. Что лучше, вкладыш или внутриканальный? Решать вам. Я выберу вкладыша, но по звуку внутриканалки лучше. Есть, загрузился. Есть, получилось. Дальше. Что мы делаем с вами? Мы Lisa On Air открываем, копируем это дело в канал. Какой таймер ставить? Поставь на зарядку ноут. Уже поставил, Диана. Дальше, так ты уже можешь, Диана, давай на ты. Мы уже знакомы с тобой, гигей сколько. Выбираю Лизу On Air. Что, не так много людей проводит сейчас стримы, наверное, да? Признавайтесь. Бери ноут на обзор, справа поставить себе. Мне никто не даст. Это было бы круто. Это было бы круто. Ноутбуки на обзоры, вы вспоминали этого злого человека, выпрашивает определенный злой человек, и ему их не дают. А вы говорите мне. А я меньше в раз 10, особенно по фан-базе. Потому что фан-база все равно рулит. Вот. Какой провод Type-C взять? Ну, чтобы у школьников тоже и у юных зрителей есть родители, есть деньги у этих родителей. И иногда опять же, молодежи есть деньги. Юмидит же ужасно зашел, хуже всех роликов, да и черт с ним. Главное, что мы можем разыграть его, правильно? Если ты не против, то я в инсте потом напишу. Зачем? Вот давайте по вопросам. Вы понимаете, как много людей мне пишет? Есть телеграм-канал, друзья. Если у вас есть вопросы, пишите туда. Вы будете друг другу помогать, я все это дело читаю. Не пишите мне, какие наушники купить. Это очень серьезный фейл. Очень тяжело, очень тяжело все это дело потом читать. Будут обзоры на колоночки? Конечно, да, баны, они были. Вот. Так ты его только выложил, тем более под праздник. Ну да, да и ладно. Да и в топку. Главное, что я его смогу разыграть, правильно? Сколько примерно в личку в день пишут? Алексей, секрет фирмы. Много. Поверьте мне. И поверьте мне, один из немногих, кто довольно часто отвечает. Так, смотрите, для того, чтобы выиграть, помимо подписки, у вас подписки должны быть, понятно, открыты, помимо ответа в комментарии, вы еще должны быть на стриме. Так что без обид. Какие самые топовые наушники? Ну, если нет телеги, соляви кило. Санька на столе, как на барахолке. Ready to War. Я так понимаю, ты здесь. Давайте ждем минуту Ready to War. И смотрим, есть ли он здесь или нет. Будет очень круто, если он здесь. Не подведи, Лиска. Симон, минута пошла, да? Ура! Майлз, это не ты, что ура? Я его не вижу. Друзья, ты где? Эх, повезло. Кому, Иоанн? Эх, Серчик. Короче, вот линия задержки ровно настолько, пока ты не напишешь «нет» его. Ready to War, я тебя видел. Тебя нету? Серчик будет как судья. Есть. Он здесь. Поздравляю тебя. Ты прям чуть-чуть бы не успел. Так, Ready to War. Так как ты на стриме, очень прошу тебя, есть в описании к стриму в контакт мой. Вот в контакт напиши, хорошо? Это не он, то есть не он. Как понять, это не он, добрый человек? Почему ник, посмотри. Ready to War. Ничего ж себе кто-то обманул. Ничего ж себе. Да какой Иоанн? Ты посмотри, ник. Это не он. Видите, здесь большой буквой, там маленькой. Какая подлость. Да. Следующий. Олег Дорофеев здесь?
Но, Олег, вы вообще не так ответили. Какой был вопрос? А, Олег, ты где? Проблема даже не в том, что это не он, а проблема в том, что вы помните, что был вопрос в ролике? Алексей заново, в общем. Олега не видим. Очередная попытка. Ответ есть. Good Flood. Ты здесь? Уже Олег... Олег, вы не ответили на вопрос. Не-не-не, я знаю, что стрим остается. Вопрос был в ролике. Вы помните? Good Flood. Да-да-да, Андрей. И он на него не ответил. Ну, Good Flood, нету Good Flood. Давайте, я понимаю, что задержка есть, напишите дальше. Не забываем прожать лайк за труды. Пишем дальше. Кто считает, что Good Flood не появится? Дальше. Союз. Союз поменяй ник, вообще жесть. Я с тобой даже здороваться толком не могу. Денис Иванов, спасибо, но у вас список подписок скрыт, значит вы не сможете выиграть. Следующий. Важный курица. Так. Ответ есть. Reddit War. Мне кажется, что мне нужно тебя заблочить. Ждем важный курица на стриме. Есть он или нет? Лучшие вкладыши это Viva TVS. Все, расходимся. Симон Джек, мы не можем разойтись, потому что важные курицы тоже, мне кажется, не здесь. Есть. Отлично, поздравляю тебя. Пиши ВКонтакте, хорошо? Важная курица. В общем, я тебе сейчас скину здесь ссылку на мой контакт в сообщество. Там важная курица опять, что ли, с большой буквы? Да ладно. Да прикиньте, ну что ж за подлый человек. Вы ему сейчас подсказываете. Следующий. Забаньте этого чувака. Следующий. Вот Алекса Хусаинова, я знаю. Алекс. Вот у Алекса Хусаинова все так. Алекс Хусаинов, поздравляю вас. Вы выиграли. Вот вы стопудово выиграли. Важная курица, вы чего? Найдите 10 отличий между вашим ником и тем ником, который вышел. Напоминаю, у вас нет в втором имени заглавной буквы, а она есть в программе в Lizy On Air. Если посмотрите, то ролик и посмотри, как в комментариях написано. Я не знаю, как там в комментариях, вы же сами видите, что человек победил. Давай я поменяю, уже никак. Вопрос не ко мне. Дальше вы убедитесь, что это он, напишите ему, пусть он вам сейчас ответит. Всех с праздником. Приятное начало Нового года. Наконец-то. Прога ставит сама заглавную букву. Костикс, я так не думаю. Ну, всем доброй ночи. Ан, тоже счастливо. До сих пор, что ли? Нет, ну уже все заканчивается.
Спасибо за обзоры, пожалуйста. Все норма, отдаем Алексу. Я тоже так думаю. Саша, спасибо, пожалуйста. Алекс, поздравляем победителя. Поздравляю. Все честно, я тоже так думаю. Пока, счастливо, Роман. Удачи, Дмитрий. Спасибо, что пришли. Регина, смотрите обзоры, смотрите стримы. Я думаю, все будет максимально интересно. Продал ли свои Sony 1000 и не продам. С новым 2021 годом, ребята, с Новым годом. Если что, ВК есть на моей странице YouTube. Понятно, с праздником, с праздником. Спасибо за розыгрыш, с Новым годом. Диана, так можно менять свой ник. Хорошо, что заметили. Да, вообще такая еще подстава. Как отметили Новый год? Да, народ, как кто отметил? Не забываем прожать лайк. Такой интересный экспириенс. Думаю, и вам тоже было в каком-то смысле интересно. Ты делаешь обзоры на телеке? У меня всего один был War Robots Tester, и он был на телевизор Kiwi, и мне он понравился, хотя народ хейтит данный бренд, но это из разряда того, что мне кажется, что все они очень похожи за эти деньги. Не поверите, отметил как в фильме. Тенсилан, в каком именно? Как можно было так аватарку поменять? Очень просто и быстро менять аватарку, вообще. Я даже не буду вам рассказывать, я просто знаю, как проверить, настоящий ли. Уже все, я этого человека знаю, мы постоянно ты, Олег. Нет, Олег, вас точно не кинули, потому что вы не ответили на те два вопроса. Поэтому особо сильно не расстраивайтесь. Вами не были, в принципе, условия выполнены. Лиза НР с большой буквы пишет нет. Окей. Отвратительно провел Новый год. Я кошек спасал, они боялись фейерверков. Саня в комментариях с маленькой. Окей. Как тебе звук наушников Amazfit PowerBuds? Лиза кидает. Пум-пурум-пурум опилки. Ну, дилемма. Дилемма. Давайте плюсики ставьте, кто считает, что правильно розыгрыш прошел, и минусики, кто неправильно. Саня, спасибо за обзор. Евгений, пожалуйста. Воу, ты меня по имени назвал. Юсчу. Нет. Правильно? Ну вот видите плюсики. Один не согласен. Мусаев. Серчип. Три минуса. Ну, объективно говоря, даже те, кто будут смотреть записи, вы видите, решает все масса. Подскажи, пожалуйста, смарт-часы с более-менее точной мерилкой давления. Нет таких. Все это обман. Те, что есть, они безумно дорогие. Я пропустил розыгрыш. Вкус, все норм. Значит, все плюс. Олег, ну, логично. Олег, а у вас не было ответа на вопрос, поэтому вы, в принципе, не выиграли. Вот. Вы ролик смотрели? Или вы просто комментарий оставили? Саша, за нас за спам забанят. Да все норм. Там комментарии записаны 53 минуты назад. Окей, приветствую с Новым годом. С новым. С маленьким. Да я увидел Андрея уже, окей. Дальше увидел ваши сообщения. Курица тоже с маленькой. А кто выиграл? Выиграл. Сейчас человек напишет, если... Или он уже ушел. Наверное, мне уже пишет. Что за нож в руках? Это Nextool. Это мультитул. Салют, бомбят, я пропустил, не знаю, как прошел, я оглох. Словно не повезло, хочется плакать. Союз, все будет норм. Все, спасибо. Алекс, напиши мне в ВК. Выиграла Лиза. Лиза однозначно выиграла. Какие самые топовые наушники до $100 в 2021? Есть топ-10 на канале. Пересмотрел все топы, не могу понять, какие вкладыши лучше для YouTube. Еще раз повторяю, Vivo TVS. Нужно доверять сейчас людям. Да, Диана, наверное, надо. Но шаляви. Мультитун, Лазерман, Wave ведь лучше. Просто очень долго реагируют, поэтому и не доверяем. Мультитун, конечно, Лазерман лучше. А Алекс ответил на вопросы? Да вроде да, добрый человек. Так что извините все, кто не победил. Спасибо за то, что пришли те, кто были на стриме. Буду теперь знать, что
С большой буквы Лизонер всех делает, хотя, по-моему, у меня были случаи, что без большой, и очень странно. Лучше он стоит дороже, извинения приняты. Мусаев, Лазерман классный, но непоставим по стоимости. Это знаете, как с футболом, к сожалению. То есть решение принято, решения дальше нету хода. И да, это все моей, как это называется, моя вина. Регина это не мультик. Вот. Спасибо еще раз, что пришли. Уже 30-й раз говорю, наверное. Давайте заканчивать. Завтра будет обзор на Honor, возможно. А точно будет обзор на эти чемоданы. 3 чемодана. 3 желтых. Быстрые и простые. Vivo лучше какие? Vivo ТВС обычные. Давайте прощаться. Диана счастлива, Роман счастлива, Радмир счастлива, Сергей, Фин, Тен, Владислав, Найтханта, нет, ты не забанен. Мусаев, Нургамед счастливо, Макс счастливо, Регина. Приятного вам Нового года, еще раз с Новым годом всех. Серж удачи, Серчип счастливо, Алексей всего наилучшего. Искхах то же самое, Юсчу, Серж Кус. Игорь. Мандарин счастливо. Батя. Ready to War счастливо. Денис счастливо. Макс счастливо. Хомяк счастливо. Тимощук счастливо. И добрый человек тоже счастливо. Всем удачи. Еще раз всем с Новым годом.